Наш обзор мы начнем с периода усиления Русского царства и его желания расширить сферы своего влияния в регионе, и это шло вразрез с интересами Польши, что и послужило началом геополитического противостояния двух царств. В начале 50-х годов XVI века русское государство расширяло свои территории за счет слабых ханств бывшей Монгольской империи. Но без выхода в Балтийское море экономика Русского царства не могла полноценно развиваться. Приоритетной задачей стала выход к Балтике. Решению этой проблемы мешал Ливонский орден. Земли ордена имели прямой выход к морю, современные территории Латвии и Эстонии. Ливонский орден был основан еще в начале XIII века. Главной его задачей было нести христианскую веру прибалтийским народам. Орден имел признаки государства и чеканил собственную монету. Русское царство имело торговые связи с Европой через небольшой клочок земли недалеко от города Нарва. Но торговые корабли с европейскими товарами усилием ордена направлялись в Ривель, тем самым контролируя торговлю России, а также получая дополнительный доход за посреднические услуги. Ливонский орден мешал России развиваться. Однако усиление России не хотели в Литовском княжестве и в царстве Польском. Также Швеция была заинтересована в ливонских землях. Литва и Польша опосредственно поддерживала и оказывала политическое давление на орден, тем самым сдерживая амбиции Ивана Грозного, который стремился расширить свое влияние в регионе. Во многом благодаря этому в 1569 году было создано союзное государство Речь Посполитая. При помощи династических браков Сигизмунд II был одновременно и князем Литвы, и королем Польши. Объединению этих государств мешал конфликт интересов знати. Однако успехи Русского царства в Ливонской войне поспособствовала трансформации в Речь Посполитую. Польша не хотела терять свое геополитическое преимущество в Восточной Европе. Сигизмунд II писал королеве Англии: «Московские государи ежедневно увеличивают свое могущество приобретением товаров, которые привозятся в Нарву, ибо сюда, помимо прочего, привозится оружие, до сих пор ему неизвестное. Приезжают военные специалисты, посредством которых он приобретает средства побеждать всех». В начале Ливонской войны Россия успешно решала свои задачи, но в итоге проиграла, потеряв стратегические земли и отказавшись от своих амбиций на Балтике. Польша укрепила свои позиции лидера в регионе и уже смотрела в сторону русского престола. В 1610 году польская армия захватила Москву. Россия без царя на престоле близка к потере независимости или может стать сателлитом Польши. 2 года спустя в Нижнем Новгороде формируется народное ополчение под руководством воеводы Кузьмы Минина. Москва была освобождена от польских интервентов. Спустя год в России начинает править дом Романовых. На польских юбилейных монетах период расцвета показан в наборе «Польские рыцари», где изображены всадники раннего средневековья и вплоть до периода начала 20 века. Монеты диаметром 27 мм, металл северное золото. Это сплав меди и алюминия. Вес монет около 8 граммов. Вернемся снова к истории. В конце 18 века Речь Посполитая стала предметом раздела между европейскими империями – Австрией, Пруссией и Россией. За 20 с небольшим лет, кусочек за кусочком, эти империи ликвидировали независимую страну. Спустя 30 лет была попытка польского восстания в Российской империи, которая завершилась неудачно. Однако за это время мятежники успели отчеканить собственные монеты с гербом Речи Посполитой и с названием государства Королевство Польское. После революционных потрясений в 1917 году слабая Россия теряла завоеванные русской кровью территории. Польша смогла возродить свою государственность спустя более 100 лет. В 1920 году Советский Союз нападает на Польшу в попытке собрать осколки бывшей империи. В ключевом сражении советские войска терпят поражение. Варшавская битва считается сражением за независимость Польши. Но спустя 19 лет, в 1939 году, Польша вновь становится территорией раздела между Советской Россией и Германией. А с периода 1944 года по 1989 год Польша находится под внешним управлением СССР. И даже монеты того периода очень схожи с монетами Советского Союза. С 1997 года по 2014 год Польша выпускала памятные монеты на различные нумизматические темы.
Крейсеры – древние города, исторические города Польши. С 2014 года начат выпуск биметаллических монет номиналом 5 злотых, на которых изображены достопримечательности Польши. Монеты объединены в серию «Открой Польшу». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте.